Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Вечером 10 июля в порту Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции вспыхнул пожар на 41-метровой супер-яхте Sea Lady 2. Согласно сообщениям пожарной службы департамента ВАР, пожар начался около 20 часов 15 минут по местному времени. Сначала очевидцы заметили дым, идущий из носовой части яхты, после чего огонь охватил судно. Пожарные столкнулись с трудностями при попытке подняться на борт из-за интенсивности огня и сложной конструкции яхты. Для тушения пожара были задействованы около 30 пожарных и 4 единицы техники. К полуночи огонь удалось локализовать, но власти сообщили, что судно, вероятно, затонет в порту из-за полученных повреждений. 2 члена экипажа, 24 и 35 лет, были эвакуированы с яхты и доставлены в больницу с симптомами отравления угарным газом. Других пострадавших не зафиксировано. В ночь с 10 на 11 июля набережные Челны накрыла мощная гроза, сопровождавшаяся сильным ливнем и порывистым ветром. В результате непогоды в 7, 37 и 38 комплексах, а также на набережной Тукая упавшие деревья повредили припаркованные автомобили. Жители сообщают о десятках пострадавших машин, некоторые получили серьезные вмятины и разбитые стекла. В результате сильной грозы удары молний вызвали временное отключение электроэнергии в жилых домах. В некоторых зданиях также перестали работать лифты. Сильный ливень привел к подтоплению улиц в низинах, особенно в районе СНТ Прибрежный. Утром 11 июля начались работы по расчистке улиц от упавших деревьев и восстановлению электроснабжения. Коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Город Тарасона в испанской провинции Сарагоса оказался в эпицентре сильного наводнения, вызванного проливными дождями. Мощный ливневый фронт, обрушившийся на регион Арагон, привел к подтоплению улиц, повреждению инфраструктуры и эвакуации жителей. По данным Испанского метеорологического агентства, 11 июля в Тарасоне и прилегающих районах провинции Сарагоса выпало до 100-150 мм осадков за сутки, что значительно превышает норму для июля. Ливни привели к стремительному разливу реки Кейлес и перегрузке городской системы ливневой канализации. Центральные улицы Тарасоны, включая районы вокруг Плаза де Спенр, оказались затоплены. Вода проникла в дома, магазины и подземные парковки, достигнув уровня до 1 метра в низинных зонах. Затоплены подвалы и первые этажи жилых домов. Движение на дорогах, включая трассу 68, было частично парализовано из-за затопленных участков и оползней. Железнодорожное сообщение между Сарагосой и Памплоной также было приостановлено. Возникшие перебои с электричеством затронули тысячи домохозяйств из-за повреждения линий электропередач и подстанций. Правительство Арагона объявило оранжевый уровень опасности в провинции Сарагоса, предупредив о риске новых ливней 12 июля. Пожарные и спасательные службы работают в усиленном режиме, помогая эвакуировать жителей и откачивая воду из затопленных зон. Во Владивостоке во время строительных работ буровая установка повредила легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице Борисенко, 110. По предварительным данным, рабочие проводили бурение грунта, когда бур пробил припаркованную на газоне легковую машину. В результате происшествия автомобиль получил значительные повреждения, вырвало передний бампер и решетку радиатора. К счастью, никто из людей не пострадал. Местные власти и правоохранительные органы начали проверку инцидента. Представители строительной компании, ответственной за работы, пока не дали официальных комментариев.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вечером 11 июля на северо-востоке Латвии прошел мощный грозовой фронт. В Смилтенском крае, включая поселок Мэри, выпал аномально крупный град, диаметр отдельных градин достигал 8 см, что сравнимо с размером яблока. Гроза сопровождалась порывами ветра со скоростью свыше 25 метров в секунду и сильными ливнями. В связи с этими условиями метеорологи и Государственная пожарно-спасательная служба объявили высший, красный уровень предупреждения. В Мэри крупный град повредил множество автомобилей, включая разбитые лобовые стекла, вмятины на кузовах и поврежденные крыши. Точные данные о количестве пострадавших машин пока уточняются, но местные жители сообщают о десятках случаев. Градины диаметром до 8 см нанесли ущерб кровлям домов, особенно шиферным, и выбили окна в некоторых зданиях. В ряде случаев были повреждены теплицы и садовые конструкции. Смилтенский край, известный своими сельскохозяйственными угодьями, понес убытки из-за уничтожения посевов. Гроза также вызвала локальные перебои с электроэнергией из-за ударов молний и падения деревьев на линии электропередач. В Вишгской и Дубненской властях после сильного ливня размыло как минимум 8 дорог. Движение по автодороге Липинишки-Московская после размытия на 9-м километре было временно приостановлено. На 326-м километре трассы А-23 недалеко от города Кориньена в испанской провинции Сарагоса произошла серьезная авария, вызвавшая масштабный пожар. Согласно данным СМИ, авария произошла в 15 часов 48 минут по местному времени на участке трассы А-23 в направлении Теруэля, недалеко от Кориньены. Столкнулись два грузовика и фургон. Одна из машин перевозила горючее, утечка которого и стала причиной сильного пожара после столкновения. Огонь быстро распространился, на дороге образовались пробки. Трасса А-23 была полностью перекрыта в направлении Теруэля, движение перенаправлялось по альтернативной дороге. Все водители и пассажиры смогли покинуть транспортные средства до распространения огня. Несколько человек были осмотрены медиками на месте из-за возможного отравления угарным газом, но серьезных травм не зафиксировано. Гражданская гвардия и пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия. С помощью пены удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени. Региональные власти Арагона начали расследование причин аварии. 11 июля на вулкане Леватоби-Лаки-Лаки, расположенном на острове Флорес в Индонезии, вновь произошло извержение, в результате которого в воздух был выброшен столб пепла. Высота столба пепла составила около 4000 метров над вершиной. Это событие стало частью продолжающейся серии извержений, начавшихся ранее в июле, с пиком активности 7 июля, когда столб пепла достиг 18 километров. Несмотря на меньшую интенсивность, оно все же вызвало пеплопад, затронувший близлежащие деревни, такие как Нангали и Барабудур. Вулкан остается на 4-м, наивысшем уровне вулканической опасности с июня 2025 года. Зона эвакуации охватывает радиус до 7 километров от кратера. Жителей и туристов призывают держаться подальше от опасной зоны. Город Симэнь в китайской провинции Фуцзянь оказался под ударом сильного наводнения, вызванного продолжительными проливными дождями. По данным китайского метеорологического управления, 11 июля в Сямэне и других районах провинции Фуцзянь выпало более 150 мм осадков за сутки, что значительно превысило средние показатели для региона. Проливные дожди, вызванные активным муссонным фронтом, привели к стремительному подъему уровня воды в реках и каналах, а также перегрузки городской системы ливневой канализации. Улицы в центральных и низинных районах Сямэня, включая районы Сымин и Хули, оказались затоплены. Под воду ушли подземные парковки и торговые центры. В районе Сымин,
известном своими туристическими объектами, пострадали магазины и рестораны. Наводнение нарушило движение общественного транспорта, пострадали и линии метро. В некоторых районах движение было полностью парализовано. Власти Сямэня организовали эвакуацию жителей из наиболее пострадавших районов. Точное число эвакуированных пока уточняется, но речь может идти о тысячах человек. Пострадал от стихии и сельскохозяйственный сектор. В пригородах Сямэня наводнение уничтожило посевы риса и других культур. Местные власти объявили красный уровень опасности, высший в Китае, из-за непрекращающихся ливней. Спасательные службы, включая пожарных и добровольцев, используют лодки для эвакуации людей из зон подтопления. Власти призвали жителей избегать низинных районов и воздержаться от поездок на личном транспорте. Вечером 10 июля на геотермальном поле Лос-Аусалес в департаменте Ауачапан в Сальвадоре произошел внезапный гидротермальный фреатический взрыв. Геотермальное поле Лос-Аусалес, расположенное вблизи города Ауачапан, активно использует геотермальную энергию для выработки электроэнергии. Согласно данным, взрыв был вызван внезапным высвобождением перегретой воды под давлением, которая при контакте с магматическими породами или раскаленной подземной средой мгновенно превратилась в пар. Это привело к мощному выбросу горячего пара, грязи и воды, которые поднялись в воздух. Геотермальное поле Лос-Аусалес является важным объектом для выработки электроэнергии в Сальвадоре. Пока не ясно, повлиял ли взрыв на работу геотермальной станции, но местные власти ограничили доступ к зоне вокруг геотермального поля, чтобы предотвратить возможные травмы. Жителям рекомендуется избегать территории, где возможны повторные выбросы. «10 июля в муниципалитете Гуэра-де-Милена в провинции Артемиса на Кубе прошел торнадо. Торнадо сформировался в районе сельской местности Гуэра-де-Милена, начавшись в районе Эль-Хунка и прошел через поселения Эль-Гуаяба, Лукачимба, Педро-Диас и Эль-Габриэль, прежде чем рассеяться. По данным Кубинского института метеорологии, торнадо возник в результате сильных локальных бурь, вызванных дневным нагревом и влиянием холодного верхнего фронта к югу от региона, в сочетании с высокой влажностью и атмосферной нестабильностью. Торнадо не привел к человеческим жертвам или серьезным разрушениям, так как прошел через малонаселенные сельскохозяйственные районы. Однако зафиксированы повреждения: 4 гектара банановых плантаций и 1 гектар кукурузы, а также сбой в работе водопровода в поселке Лукачимба из-за повреждения трансформаторов. В муниципалитете Сан-Хуана-Титан, расположенном в департаменте Уэйтенанга, в Гватемале, произошел крупный оползень. Сообщается, что сход оползня произошел на дороге, ведущей в Сан-Хуан-Титан, из-за сильных дождей, которые ослабили горные склоны. По данным местных источников, масса земли, камней и грязи обрушилась на дорогу и снесла несколько транспортных средств. Точное число пострадавших машин пока не называется. В результате схода оползня движение по дороге было полностью заблокировано, что создало серьезные трудности для местных жителей, полагающихся на этот маршрут для связи с другими населенными пунктами, такими как Уэйтенанга. Оползень повредил сельскохозяйственные угодья, а также близлежащие дома. Данных о человеческих жертвах нет, но местные жители выражают тревогу из-за риска дальнейших оползней, особенно в условиях продолжающихся дождей. Национальный координационный центр по борьбе со стихийными бедствиями Гватемалы и местные власти начали спасательные операции и расчистку завалов. Задействованы также инженеры для оценки устойчивости склонов и предотвращения дальнейших разрушений. «11 июля над заливом Клэм в уезде Пиндун в Тайване прошел водяной смерч. Его формирование связано с нестабильными погодными условиями в регионе, вызванными муссонным сезоном и высокой влажностью. По данным местных источников, смерч сформировался около полудня и прошел на расстоянии от побережья. На данный момент нет сообщений о жертвах или разрушениях.